Всех приветствую! На дворе уже апрель, а это значит, что пора уже подготавливаться к сезону. И первым делом я хочу попробовать добыть электричество из своего Ханкая. Хотел эту проблему решить по-простому, просто зайти и купить все в магазине, но вот с катушкой так не получилось. Поэтому по размерам подобрал вот эту. Это, как сказали, от 9,9, но очень похоже на то, что мне нужно. Единственное, только пакет очень толстый, поэтому придется полностью разобрать катушку, уменьшить пакет и намотать заново. Разобрал катушку, весь пакет держится на 5 заклепках. Возник вопрос, какой толщиной делать мне пакет. Опыта в этом деле нету. Тут все друг от друга зависит. И толщина пакета, толщина провода, количество витков. И вообще габариты катушки, чтобы они под маховик влезли. Сейчас буду как-то думать, измерять и что-то придумывать. Уменьшил пакет до 11 мм. Расчеты показали, что при 7 слоях 0,9 провода это максимальная толщина. Теперь надо изготовить боковины. Боковины готовы. Сделал их из миллиметрового стеклотекстолита. Сердечник обмотал 2 слоя бумагой, пропитанной лаком, ну и сверху капролоновым скотчем еще на 1 слой. Можно приступать к намотке. Намотал катушку, 7 рядов, как и рассчитывал, влезло. Получилось где-то 343 витка уместить. Закрепил все ниткой, закруглил боковинки. Катушка готова к пропитке. Катушку пропитал основательно. Сначала просто лаком в банке залил. Пузырики шли, но их было совсем мало. Было понятно, что катушка не пропитается таким образом. Потом даже попробовал немножко эту банку с лаком прогреть. Конечно, еще чуть-чуть пузыриков вышло, но до полной пропитки катушки было еще далеко. Далее, для ускорения процесса я решил добавить шприц к банке, чтобы получилась небольшая вакуумная установка. Она, конечно, дело все ускорила, но процесс шел все равно неспешно очень. Потом у меня всплыло в голове видео, где какой-то мужик накачивал колеса компрессором от холодильника. Я вспомнил, что у меня где-то валяется старый компрессор. Думаю, дай-ка попробую его применю. Компрессор от холодильника меня, конечно, удивил. Весь процесс занял секунд 30. Вакуум такой силы, что я не мог от банки площадку вот эту свою со шлангом оторвать. Надо будет потом купить манометр, хоть посмотреть, какой вакуум он максимум развивает. Катушка пропитана теперь добротно. Осталось к ней припаять провода. И, в принципе, можно устанавливать уже на свое место. Подготовил место для катушки, укоротил стойки, сделал их 8,5 мм, чтобы все было впритык, но не касалось корпуса все равно катушка. Я обнаружил отверстие с резьбой, надо как-то крепление провода здесь изобрести. Установил катушку и сделал держатель провода из нержавейки. В принципе, можно устанавливать маховик. Одел маховик, измерил зазоры с надетым маховиком. Где-то я очень сильно ошибся на 5 мм. Можно было сердечник делать не 11, а аж 16 мм. Не знаю, как получилось, ну да ладно, первый блин комом. Теперь технология отработана, такую катушку я смогу за вечер собрать. Приобрел регулятор вот такой, не шунтирующий. Мне он показался намного интереснее от обыкновенных вот этих китайских шунтирующих. Но он не функционирует без аккумулятора. Поэтому пришлось еще и аккумулятор найти. Сейчас соберу стенд испытательный и можно начать уже смотреть, что же вышло в итоге. Все почти готово к замеру. Подключил 2 мультиметра. Первый будет показывать ток, он подключен между регулятором и аккумулятором. Второй напряжение. В виде нагрузки будет 2 лампочки выступать. Выглядят они как 20-ваттные, на самом деле они по 55 ватт. Ну, по крайней мере, так заявлено производителем. Сейчас завожу мотор, даю немного ему прогреться и начинаю замерять.
Вот такой получился результат. Ток максимум 2,3 ампера. Конечно, не густо. И странность в том, что до 3000 ток растет довольно-таки быстро. Вот как раз до этих 2 ампер. А с 3000 до 5000 всего лишь 0,3 ампера добавляется. Из-за моего просчета катушка получилась по самому низу маховика. Я подумал, может быть, в этом проблема. И поднял максимально катушку, то есть на эти 5 мм вверх. Результата это особо не дало никакого. Показалось только, что на низких оборотах чуть возрос ток. Надо намотать еще одну катушку, уже с сердечником в 16 мм, посмотреть, сколько это потоку добавит. А на этом у меня все. Всем до скорого, всем пока.